Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Как всегда, воскресенье, как всегда, проект Forex Times. Я Дэн Стрелков и уже традиционно приглашаю вас в комьюнити Forex Times. Присоединяйтесь, друзья, так как в комьюнити Forex Times вы найдете прогнозы на основе комплексного анализа, который включает в себя опционные фьючерсные контракты Чикагской товарной биржи, данные американского брокера Оанда по поведению толпы, волновую теорию Ральфа Эллиота и два-три моих любимых паттерна для входа в рынок. Присоединяйтесь, также вы найдете в комьюнити торговые сигналы, обучение. Я всему вас научу, что знаю сам, расскажу много ужастиков, но также подслащу и интересными историями, и как возможно зарабатывать деньги, даже имея небольшой капитал. И, конечно же, в комьюнити вы найдете чат, в котором вы сможете дурить мне голову хоть с утра до вечера. Присоединяйтесь, никогда не пожалеете. Напишите мне в личке, я с вами пообщаюсь, проконсультирую вас, расскажу все, что, где и когда. Ну что ж, сегодня поехали. Как всегда, у нас евро-золото и будет франк, друзья. Но франк будет не как потенциально хороший торговый инструмент для трейдинга на предстоящую торговую неделю, а как торговый инструмент для подстраховки евро. Так как вы прекрасно знаете, у евро и у франка корреляция сильно отрицательная, они порой уходят вообще зеркально, поэтому мы франк используем как торговый инструмент подтверждения. И начнем с золота, а потом евро вместе с франком. Ну что ж, друзья, поехали по золоту. Рассматриваем исключительно покупки, потому что у нас ничего не изменилось. Наверху очень крупные скопления месячных опционных контрактов Call, здесь 16 тысяч контрактов, здесь 25 тысяч контрактов, еще чуть ниже 5 тысяч контрактов, еще 5, да почти 6 тысяч контрактов. Вы видите 2 миллиарда американских долларов опционных контрактов Call. Внизу же вы видите небольшое скопление, но если это можно назвать скоплением, скорее всего, это как стена. И сейчас я объясню, в чем смысл этой стены. Дело в том, что по золоту существует по-прежнему. Существует два вероятных сценария, скажем так. И эти сценарии основаны на предположении, что у нас была нисходящая волна, собственно, А, далее коррекция в волне Б, и в волне С у нас конечный диагональный треугольник. И очень большой вопрос, а он закончился или нет? Дело в том, что раз, два, три, четыре, пять. Пять волн конечного диагонального треугольника теоретически могли уже закончиться. Мы получили импульс, коррекцию, и начинается большой рост данного торгового инструмента. Но, а если мы переместим эти волны чуть правее, то окажется, что раз, два, три, четвертая волна еще не образовалась, четыре, потом волна 5 с обновлением минимума, и только после этого будет разворот. Друзья, поверьте, на этот вопрос ответ не знает никто в мире. Закончился ли конечный диагональный треугольник или нет? Что же нам делать? Некоторые наши коллеги дают даже торговые сигналы на продажу торгового инструмента, некоторые дают торговые сигналы на покупку. Мне больше нравится, конечно, рассматривать покупки. Объясню, в чем смысл. А смысл в том, что существует математика управления капиталом, и мне абсолютно по барабану. Сколько я здесь 2, 3, 4 стоп-лосса получу, мне абсолютно не важно, потому что я прекрасно знаю, что в каждом ордере у меня будет от 1 до 2% риск. И если я получу минус 3%, ладно, если я получу минус 5%, да, абсолютно неважно, я на развороте потом заберу свои процентов там 14-15 на росте одного торгового инструмента. Если я в течение года заберу 14-15% профита к своему торговому счету, то поверьте, это будет превосходно. Поэтому
Я рассматриваю исключительно покупки и исхожу из той идеи, что у нас волна номер один. Да, кстати, если вы начнете считать волны, то у вас импульс здесь не будет получаться, поэтому давайте я изображу. Сразу говорю, кривой просто как сумасшедший, но здесь запросто по всем правилам подходит начальный, давайте я вот так даже сделаю, чтобы было понятно, начальный диагональный треугольник. Первая волна больше третьей, третья больше пятой, вторая больше четвертой. И четвертая волна минимум поглощает максимум волны номер один. Да, начальный диагональный треугольник кривой, но он имеет место здесь быть. Волна номер один. Далее у нас идет, собственно, коррекционная волна номер два, и переходим на более чуть-чуть увеличу, и здесь мы с вами можем посчитать. Раз, два, три, четыре, пять. Мы получили с вами волну 1 младшего порядка, коррекцию в волне 2 младшего порядка и улетаем вверх. Что же делаем? Друзья, несложно. Отложенный ордер buy stop и под локальный минимум стоп-лосс. Вот таким вот образом. Вот и все. Если я прав, то мы пойдем расти достаточно далеко и надолго. Если я не прав и все-таки цена решит еще обновить минимальные значения, ничего страшного. Получение одного стоп-лосса ничего не изменит. Мы обновим минимальное значение, и дальше я буду просто-напросто искать, опять же, импульс, коррекция и отложенный ордер buy stop. Таким образом, я буду искать покупки. Продавать, друзья, я не буду. Даже если цена будет снижаться, нету смысла никакого в продажах, потому что ожидания профессионалов на Чикаго, если я решу посчитать, вот я здесь насчитаю 25 миллиардов долларов. Если я начну считать внизу, ну я насчитаю 879 миллионов. Все. Итак, 25 миллиардов, 879 миллионов. Вопрос. Или на Чикаго работают идиоты полные, которые могут выкидывать 25 миллиардов в мусорку, им абсолютно все пофигу, либо мы чего-то с вами не знаем, если мы считаем, что цена полетит вниз. А профессионалы на Чикаго выкидывают на право владения опционными контрактами 25 миллиардов. Ведь им их никто не вернет. Если цена до экспирации данных опционных контрактов не дойдет, не вырастет, то все эти 25 миллиардов уходят в мусорное ведро, друзья. Поэтому очень интересный вопрос. Я считаю, что все-таки мы увидим рост данного торгового инструмента, поэтому продавать я не буду ни в коем случае. Евро и франк. Здесь очень интересная ситуация, а именно две основные идеи. По евро основная идея – это образование диагонального треугольника, собственно, раз, два, три, четыре, пять, и опять же с тем же вопросом, а закончилась ли четвертая волна? И когда будет пятая, и будет ли вообще пятая, к примеру? Давайте обсудим. Дело в том, что, допустим, четвертая волна уже закончилась, мы убегаем вниз на обновление на пятую волну, и мне эта идея нравится. 7500 здесь опционных месячных контрактов в пут, очень хороший объем. Вы видите свежее поступление на сотни миллионов американских долларов. Прекрасно было бы обновить минимальное значение и после развернуться вверх. Таким образом, диагональный треугольник можно будет считать законченным. И наверху у нас есть прекрасная цель 18 тысяч. 771 месячный опционный контракт call – это диапазон 1.1765, 1.1770. Это очень много опционных месячных контрактов по евро. Даже учитывая капитализацию на Чикаго 259 миллиардов долларов, все равно 18 771 опционный контракт – это много. Но если вдруг четвертая волна еще не закончилась, у нас есть прекрасный уровень, вы видите 342
миллиона долларов опционных контрактов call и до этого еще 401. То есть, в принципе, здесь почти 750 миллионов, здесь 3600 месячных опционных контрактов call. Четвертая волна может закончиться на этом уровне, после чего начаться пятая волна. Итак, прежде всего, что необходимо сказать? Если в понедельник и во вторник мы увидим рост, то уровень 1.1570 является очень сильным уровнем сопротивления, и от него можно будет рассматривать продажи. Рассматривать продажи в направлении уровня 1.1270. Это, собственно, насколько я понимаю, 300 пунктов. Но не так уж, чтобы очень много, но по евро вполне достаточно, чтобы зайти в рынок стоп-лоссом, скажем, пунктов 100 или пунктов 70, опять же, смотря какими вы паттернами для входа в рынок пользуетесь, и таким образом забрать прибыль либо 1 к 3, либо 1 к 4 примерно соотношение стоп-лосса к тейк-профиту. Но мне больше нравится все-таки идея с обновлением минимального значения и покупкой уже в направлении диапазона 1.1765, 1.1770, потому что здесь у нас получится 500 пунктов. А здесь уже соотношение минимум 1 к 5 будет идти, а то, может быть, даже если стоп-лосс 50 пунктов рискнуть поставить, то 1 к 10. 1 к 10 это очень-очень хорошо. Но, а давайте посмотрим, что делает толпа. Так, это у нас австралийский доллар. Давайте евро посмотрим. А по евро посмотрите, пожалуйста, внимательно, коллеги. У нас ликвидность находится как внизу, так и вверху. То есть получается, что куда бы торговый инструмент ни пошел, везде с большой вероятностью появится крупный игрок, который скушает ликвидность, будет разворачивать рынок вниз, либо скушает ликвидность наверху и будет, прошу прощения, здесь вверх будет разворачивать, а сверху скушает ликвидность и будет разворачивать вниз. Когда я говорю слово ликвидность, я имею в виду, что здесь у нас находятся стоп-лоссы покупателей и селл-стопы продавцов. А наверху у нас стоп-лоссы продавцов и ордера селл-стоп покупателей. То есть это ордера на продажу. А когда у вас очень-очень много денег и вы хотите зайти в рынок, вам нужна ликвидность. Просто так в рынок входить большого смысла нету, потому что ваши ордера, ваш поток ордеров, который вы хотите выставить, он сможет резко спровоцировать, скажем, вы купили евро, он может резко спровоцировать рост евро, и ваши ордера будут удовлетворяться на каждом пункте или страйке, смотря на каком уровне, прошу прощения, на каком рынке вы покупали, собственно, будут удовлетворяться частично. Максимально, если вам дать 10 миллиардов и сказать ночью купи, например, евро против американского доллара, вам очень сильно не понравится, как это произойдет, потому что если вы покупаете на 10 миллиардов на спотовом рынке, у вас должна быть ликвидность, кто-то должен продавать на 10 миллиардов долларов. Если этого не будет, то чисто технически цена просто начнет расти и искать ликвидность на каждом уровне новом. То есть цена будет перескакивать постоянно на пункт вверх и удовлетворять как частичную ликвидность там 100 миллионов, 400 миллионов, 150, 200, 300, но она будет расти, вам же этого не надо. Вы же хотите купить, и только после этого, чтобы она росла. Так вот, для этого и существует правило поглощения ликвидности. Вот у нас ликвидность на продажу. Прекрасно, цена сюда входит, и вы эту ликвидность частями вы купаете, а потом уже можете взять и развернуть рынок. Вы тут уже вошли в рынок. То же самое наверху. Вопрос-то, как куда ж рынок-то пойдет? Ну, как я только что и говорил, друзья, если он пойдет вверх, у нас есть уровень, от которого будем рассматривать продажи, и в направлении целевого уровня. А если цена обновит минимальные значения, опять же, у нас есть уровень внизу и уже, с уровнем далеко наверху. А теперь, внимание, франк. Почему я взял франк не как торговый инструмент для трейдинга, а для подтверждения? По франку тоже основная идея
на данный момент это образование начального диагонального треугольника, видите, в котором не хватает, казалось бы, еще одной волны, пятой волны, и непонятно, четвертая волна уже образовалась или нет. После этого мы ожидаем коррекцию и большой рост. Почему? У нас основной план по Франку, помните? Волна в медвежьем направлении, треугольник, как предпоследняя волна. Вы прекрасно знаете, что треугольники – это предпоследние волны, и, собственно, последняя волна и разворот. Начальный диагональный треугольник, коррекция, большой рост. Рост куда? Первый стратегический уровень – это, конечно, всегда средняя линия треугольника, потому что если вы построите профиль объема по треугольнику, то вы увидите, что основная проторговка будет практически находиться в середине данного треугольника. Более того, вы видите здесь прекрасный уровень, который протестировать было бы замечательно. Ну и второй стратегический уровень находится дальше наверху. Это основная идея по Франку. Итак, а теперь почему я сказал, что берем его как подтверждение? Друзья, если мы посмотрим на данные брокера Уанда по Франку, то мы увидим, что у нас ликвидность на самом деле здесь находится только наверху. А это говорит о том, что если цена действительно совершит поход за ликвидностью вверх, то по евро мы увидим обновление минимума с большой вероятностью. По евро мы не вверх пойдем, а вниз. И для нас это превосходно, потому что именно по евро это было бы замечательно. Сходить на тестирование уровня 1.1270, здесь крупное скопление опционных контрактов put, и отсюда разворачиваться уже в направлении и одного уровня 300 пунктов, и второго уровня 500 пунктов. Два у нас тейк-профита, превосходный ордер. Вот по евро замечательный план. А франк у нас служит как подтверждение, потому что если по евро мы с вами ликвидность видим и снизу, и сверху, и большой вопрос, куда сначала рванет цена, то если мы берем франк как подтверждение, то с большой вероятностью мы видим, что ликвидность находится наверху. А значит, по франку рост, крупный игрок кушает ликвидность и разворачивает рынок вниз. Ну, собственно, если по франку вверх и разворачивает вниз, по евро, значит, вниз и разворачиваемся вверх. Вот таким образом мы с вами разобрали евро. Возможно, я буду прав, возможно, не прав. В любом случае, друзья, если цена по евро продемонстрирует в понедельник, вторник, может быть, с первой половины среды рост, посмотрим на франк. Если по франку ликвидность наверху никуда не пропадет, значит, если честно, можно еще и франк будет купить. Попробовать еще купить. Если по франку пойдет цена вниз, то можно будет еще попробовать купить по франку, забрать пунктов 200 минимум. Я думаю, по франку реально минимум 200 пунктов. А что касается, опять же, дальнейшей судьбы франка, уважаемые коллеги, я включил две экспирации, и вот эти крупные контракты put, 4408 контрактов, 2424 контракта и 2075 контрактов, это опционные контракты с экспирацией в сентябре месяце. 4 сентября, по-моему, да, 4 сентября. А это значит, что в течение июля и августа начальный диагональный треугольник заканчивает свое образование, потом в августе месяце идет коррекция, и если ничего не изменится, а лучше, чтобы у нас наверху появились крупные скопления месячных опционных контрактов call, следовательно, мы уже с вами видим уровни, от которых будем рассматривать покупку. Ну и, кстати говоря, по евро у нас есть уровень, от которого мы будем рассматривать продажу. Вот и все, коллеги. Всем спасибо, надеюсь, у вас будет профитная неделя. Если вам не сложно, поставьте, пожалуйста, лайк под видео. Может быть, напишите какой-то вопрос, я с удовольствием с вами пообщаюсь. И приглашаю в конце каждого видео, уже традиционно приглашаю присоединиться
комьюнити Forex Times. Поверьте, вы никогда об этом не пожалеете. А всем классного вечера, тепла, любви и мира. Всем пока-пока.